Сегодня мы поговорим о реализации проекта Венера. Всем привет, с вами Евгений. И если вы не видели первый выпуск нашего видеоблога, то, пожалуйста, поставьте на паузу и перейдите по ссылке в описании, чтобы посмотреть его до того, как мы продолжим с вами общение. Ключевой вопрос в том, как реализовать идеи и предложения Жака Фреско и проекта Венера. Наверняка вы задавались этим вопросом после просмотра пары видео на нашем канале. Это наиболее часто недопонимаемый вопрос нашей аудитории, потому что, чтобы понять на него ответ, нужно изучить довольно много материалов. Так как я не знаю, что вы посмотрели из наших лекций и видео, то предположу, что вы уже видели плейлист знакомства с проектом Венера на канале Жак Фреско «Проект Венера», а также цикл основных лекций из 16 частей, который довольно детально описывает предложения Жака Фреско и проекта Венера. А если вы их не видели и задаетесь подобными вопросами, то, пожалуйста, перейдите и посмотрите эти плейлисты, мы также оставим по ссылке в описании. Сегодня мы не будем делать обзор на все эти лекции. Я думаю, вы и так сами справитесь и сделаете свои выводы. Вкратце мы сейчас опишем возможные варианты перехода к ресурсоориентированной экономике или реализации проекта Венера, как вам удобнее. Первое, что стоит отметить, что мы наверняка не знаем, как будет выглядеть переход к ресурсоориентированной экономике, потому что могут быть разные варианты, но мы ориентируемся на некоторые из них. Мы не сможем предугадать, как будут разворачиваться дальнейшие события, и для такого глобального проекта возможны несколько путей реализации. Сообщество по всему миру сможет прийти к мнению, что нужно реализовывать предложение проекта Венера или ресурсоориентированной экономики, скорее всего, после каких-то событий. Не может быть такого, что просто люди взяли и решили сделать переход к ресурсоориентированной экономике. Такого, в принципе, не было в истории. Но забегая наперед, мы расскажем еще о более позитивном плане перехода. Из самых пессимистичных прогнозов, начнем с них, Жак предполагал, что люди обратят внимание на идеи и предложения проекта Венера, когда случится большой кризис или общество будет восстанавливаться после каких-то военных действий, после больших катаклизмов и бедствий, спровоцированных деятельностью человека, или же войнами между государствами, когда уже не останется других вариантов, кроме как двигаться в этом направлении. Но в таком варианте будет реализация гораздо сложнее, нежели в других вариантах, так как на обломках цивилизации довольно сложно построить что-то новое. С одной стороны, люди будут более настроены на изменения, но с другой стороны, будет множество проблем, которые будут мешать полноценной реализации. Мы же предполагаем, что все-таки сможем достичь этого эволюционным путем. Каким образом? Все человечество во всех странах, вне зависимости от культуры, веры, политического устроя, понимает язык науки, прогресса, новых технологий. Так вот, все больше людей начинает видеть то, что человечество живет неэффективно, что наши города неэффективны, что наше потребление неэффективно, что наша экономическая система неэффективна и не может обеспечить даже часть населения Земли безопасным и комфортным уровнем жизни. Жак Фреско как раз таки и предлагает систему, благодаря которой старая система выйдет из употребления как устаревшая и неактуальная. Единица данной системы – это самодостаточный, высокоавтоматизированный город, о котором рассказывает Жак Фреско. Это та система, которая сможет обеспечить определенное количество людей, находящихся внутри этого города, всем необходимым без какого-либо использования денег, бартера, трудовой повинности, любой аналог денег. Все это будет учтено в системе города. Так как же выглядит переход, вы спросите? Представьте, что сегодняшние города – это неэффективный хлам, потребляющий множество энергии, забирающий кучу времени и не реализующий потенциал человечества даже на малую его часть. То, что предлагает Жак Фреско – это высокоавтоматизированные, самообеспечивающиеся города, внутри которых человек сможет развить свой весь потенциал. Ему не нужно думать, где брать деньги, где устраиваться на работу, как прокормить свою семью, как оплатить ипотеку. Все базовые выше потребности будут удовлетворены. Так вот, возьмите этот город как единицу этой системы и сделайте сеть таких городов. В принципе, сеть городов проекта Венера и формирует собой ресурсоориентированную экономику, когда можно опираться на имеющиеся ресурсы
и обеспечить определенное количество людей всем необходимым. Явное преимущество таких городов перед традиционными, обычными, будет видно и невооруженным глазом. Особенно если удастся реализовать тестовый подобный город, он и станет той точкой отчета, когда страны и города захотят пойти тем же самым путем. Что и предлагает проект Венера. Проект Венера предлагает создать тестовый город. Но это не те тестовые города, которые понимаются обычно нашим движением. Они думают, что это какие-то эко-села, что это какое-то просто поселение людей, которые думают определенным образом. Нет. Город должен обладать некоторыми характеристиками. Это высокая автоматизация, обеспечение людей всем необходимым, продуманные инженерные решения, а также центральная система управления, которая позволит управлять городом, всеми ее системами. Что-то вроде умного дома, только умного города, который позволит вам жить и не беспокоиться о базовых потребностях. Нельзя просто согнать людей и дать им какую-то определенную идеологию в голову и надеяться на то, что это будет показательной демонстрацией предложений проекта Венера. Это не так. Минимальная цель проекта Венера – это построить именно такой город. Все, что меньше, не даст необходимый результат. Но чтобы построить такой город, нужны большие финансы и ресурсы, правильно? Так как же их получить? Многие ошибочно думают, что проект Венера предполагает, что люди по миру будут спонсировать разработку и строительство такого города. Но это не так. У нас есть видео, где Жак и Роксана дает ответ на этот вопрос. И эти суммы не исчисляются миллионами долларов. Это миллиарды и миллиарды долларов как на разработку, так и на строительство и поддержание этого города. Так как же к такому прийти? Мы предполагаем, что с достаточным количеством поддержки по всему миру, достаточным запросом в обществе на данное направление, это направление будет получать финансирование, будут создаваться исследовательские институты, будут создаваться прототипы тестовых систем и городов, где будут собираться реальные данные, и на основании этих данных будут уже планироваться последующие города, дорабатываться системы и так далее. Все это должны спонсировать международные крупные фонды, государства, их объединения или же крупные меценаты. Но никаких частных вложений не хватит, чтобы реализовать все эти планы. Чтобы получить такое большое финансирование, у этих идей должно быть довольно большой запрос в обществе по всему миру. Люди должны на местах требовать данного направления тем или иным способом. Они сами могут на местах приближать реализацию проекта Венера. Чем именно? Тем, что мы постоянно вам говорим. Распространяйте материалы о проекте Венера, знакомьте как можно больше людей с этими предложениями, и достаточный запрос в обществе будет тем самым толчком для реализации проекта Венера по всему миру. Именно здесь играет ключевую роль как раз-таки движение в поддержку проекта Венера, которое мы и представляем. Не нужно перекладывать реализацию проекта Венера на организацию проекта Венера, потому как для реализации даже первого тестового города хотя бы на 10 тысяч человек понадобится целый исследовательский институт и годы работы. У организации проект Венера же нет никакого финансирования, кроме каких-то добровольных взносов или же средств самих участников. Все, что вы видите в исследовательском центре проекта Венера, и города, и модели, все это создано Жаком Фреско и Роксаной Медоуз на их средства и поддерживается волонтерами, добровольными взносами на сайте. Исследовательский центр во Флориде даже не получил никакого особого статуса, не поддерживается никаким местным правительством, у него нет никаких привилегий или каких-то налоговых вычетов специальных. Им также приходится платить за землю, им также приходится платить за электричество и за еду, за само существование. Там постоянно находится несколько человек, которые каждый день работают над проектом Венера и его реализацией. В какой именно области, вы, наверное, уже поняли. Невозможно сделать что-то большее в связи с отсутствием финансирования. Если бы у проекта было достаточно финансирования, они бы открыли исследовательский институт и исследовательский центр побольше. Об этом есть как раз планы на их сайте Resource Based Economy. Там подробно описан план, как может быть выглядеть новый исследовательский центр побольше, на большее количество людей, которые будут заниматься определенными областями для разработки тестового города проекта Венера. Давайте прорезюмируем этот кусок, чтобы вы запомнили.
Оптимальный переход, эволюционный, это когда старые города будут заменены на новые, те, которые предлагает Жак Фреско. Высокоавтоматизированные, самообеспечивающиеся системы, которые будут готовы поддерживать определенное количество людей. Именно эти города являются той системой и единицей в ресурсоориентированной экономике. И заменяя ими старые города на новые, мы получим ресурсоориентированную экономику. Так как язык прогресса и новых технологий понятен каждому, мы надеемся, что именно этот путь объединит страны, создаст общую цель и даст возможность объединиться вокруг общей задачи. Ранее мы такое наблюдали в освоении космоса, например. Международная космическая станция – отличный пример. Или же страны и фонды объединяются для борьбы с какими-то угрозами, как, например, с эпидемией коронавируса, или же ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. Страны и крупные фонды не получают с этого прямой выгоды, но идут в этом направлении, потому что есть четкий запрос в обществе, то, что это нужно сделать. Тратятся миллиарды долларов на создание нужных институтов, спонсируются разработки, поощряются разными грантами новые исследования. Вы можете сами поразмыслить в этом направлении и представить, что вместо Международной космической станции у нас цель построить город проекта Венера. Возможно, для вас эта информация показалась какой-то новой, но об этом говорится практически в каждом видео, но не напрямую, это нужно все сопоставлять, потому как нет простых ответов на эти вопросы. Мы не знаем, будет ли именно такой переход к ресурсоориентированной экономике. Но то, что мы можем сказать наверняка, что с ростом популярности идей и предложений проекта Венера у нас появляются все новые возможности. С нами контактируют СМИ, блогеры и также люди, которые имеют определенные ресурсы и возможности для реализации данного проекта. Мы даже участвовали в переговорах насчет строительства данного города или же исследовательского центра на территории Украины. Было множество и других предложений, но пока что это было только единственное серьезное. Были другие люди и организации, которые хотели просто сделать внешний вид, как у проекта Венера, позаимствовать нашу репутацию, позаимствовать внимание нашей аудитории. И это именно то поле, в котором вам нужно быть аккуратным. Мы говорили в первом выпуске видеоблога о таких людях, которые якобы строят какой-то город проекта Венера, или поселение якобы, но по факту это чей-то бизнес или очередное экопоселение, что никак не вяжется с идеями и предложениями проекта Венера. Почему вы не слышите о том, что мы говорим, что мы ведем переговоры с тем или с другими организациями, людьми? Потому что о таком не говорится. К проекту Венера, в частности, поступали предложения из Бразилии, из Азии, из Европы касательно строительства исследовательского центра или же города проекта Венера. Но на данный момент ни одно из этих предложений еще не обрело реальных масштабов. И вам нужно понимать, что подобное объявляется уже по факту, когда уже договоренности есть, когда уверенность есть в другой стороне. Мы не трубим о том, что с нами контактируют те, с нами контактируют эти. Мы даже не говорим, с какой прессой мы сейчас работаем, с какими видеоблогерами мы сейчас работаем, потому что мы не знаем, как это выльется. Мы не знаем, как поведет наше движение. Есть наши доброжелатели, которые с уверенностью, я вам скажу, что пойдут и повставляют нам палки в колеса. Поэтому зачастую вы не слышите о каких-то конкретных наших ближайших планах, шагах, с кем мы работаем, с кем мы ведем переговоры, потому что это нецелесообразно объявлять на публику. Мы объявляем только о том, о чем готовы объявить по факту. Надеюсь, данный видеоблог прольет свет на многие ваши вопросы, и у вас их станет меньше, а может быть и больше, и это может быть к лучшему. После всего сказанного, надеюсь, вы переосмыслили роль движения в поддержку проекта Венера и самой организации проекта Венера в реализации идеи и предложений Жака Фреско. Теперь, надеюсь, вы видите, как много зависит от движения в поддержку проекта Венера и, в частности, каждого из вас. Рекомендации для движения у нас одни и те же каждый раз, но с учетом полученной информации, надеюсь, вы будете воспринимать их по-другому. Первое, что вам стоит сделать, это изучить проект Венера как можно глубже, если вы интересуетесь данной темой. На нашем канале Жак Фреско и проект Венера собраны уже множество лекций, есть основные циклы, там, где описываются основные предложения, идеи, предложения проекта Венера. Начните с них, далее углубляйтесь в другие лекции, интервью и смотрите
выдергиваете недостающую информацию. Задавайте нам вопросы, мы будем их освещать в следующих видео. Далее поддерживайте наши организации «Проект Венера» и «Проектирование будущего». Организация «Проект Венера» находится во Флориде, и на сайте thevenusproject.com можно сделать благотворительный взнос. Организация «Проектирование будущего» на сайте designthefuture.org является той организацией, которая работает с движением по всем нашим странам – Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и другие страны бывшего СНГ. Вы также можете поддержать нашу организацию на сайте, сделав благотворительный взнос, либо приобретая книжки или сувенирную продукцию. У нас также нет другого финансирования, и все, что вы видите, сделано силами и финансами тех людей, которые участвуют в данной организации. На данный момент нашу организацию поддерживают всего несколько человек финансово на регулярной основе. И это небольшие суммы в районе $50-80. Также есть люди, которые спонсируют переводы и озвучки каких-то циклов лекций, аудиокниг или документальных фильмов. Но вы должны понимать, что это не те суммы, которые позволили бы нам существовать как полноценной организации, еще и международной, работающей на все бывшее СНГ. Нас смотрят довольно много людей, и даже если вы готовы выделить всего лишь $1 в месяц, и таких людей наберется 1000, 2 или 3, это существенно расширит наши возможности по реализации проекта Венера, так как мы создаем этот запрос в обществе на эти изменения. Для тех, кто сейчас воскликнет: «Ой, что это вы за организация, как вы вообще соотноситесь с проектом Венера», то, пожалуйста, перейдите по ссылке на видео, где Жак Фреско, еще живой, и Роксана Медоуз говорит о нашей организации. Также ключевой момент в том, что реализация проекта Венера под вопросом. Это не значит, что мы в любом случае придем к ресурсоориентированной экономике. Есть куда более плачевные сценарии развития человечества. Мы видим, как прогресс и технологии развиваются довольно большими шагами, но социальные устои и взгляды людей остаются статичными, что их тянет вниз, в то время как можно было бы это все реализовать еще в прошлом веке. Реализация данного направления зависит целиком и полностью от каждого из нас. И то, что вы делаете сегодня, какие решения вы принимаете, отражается на том, как мы будем жить в будущем. Как говорил Жак Фреско, если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это означает лишь то, что вы не один из тех, кто его изменит. Это видео не ставит перед собой целью рассказать все в деталях, как будет выглядеть переход, какие есть предложения. Для этого у нас есть целый канал с огромным количеством видео, где все это подробно и наглядно показывается. Тема действительно сложная и обширная, и для ее понимания нужно действительно разбираться во многих вопросах. Надеюсь, ответил хотя бы на пару ваших вопросов. Если вам нравится данный формат видео, то, пожалуйста, поставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик на все уведомления и до скорых встреч!